Привет! Сегодня будем делать торцовую разделочную доску. Буду делать ее из 3 пород дерева. Термоясень и дуб. Часть у меня дуба уже отфугована, одна сторона. Нужно будет одну сторону пропустить через рейсмус. А вот эти 2 доски, они кривые, и нужно будет базу сначала вывести, а потом уже откалибровать. Почему дуб и термоясень? У меня есть обычный ясень, светлый. Слишком сильный контраст, я думаю, это будет не очень симпатично. Поэтому буду делать из дуба и термоясень. Что, приступим? Чтобы доски было легче фуговать, я их хочу разделить пополам. С короткими досками работать, на мой взгляд, немного проще. И результат точнее. Доски я разделил. Термоясень нам понадобится совсем немного для контраста. Так что одну досочку я отложу, а одну оставлю. Теперь мне эти доски нужно отфуговать. Буду использовать приспособление, которое делал не так давно. В обзоре было немного неточностей, но сейчас как раз все эти ошибки будем исправлять. Ставлю заранее прогреваться клеевой пистолет. Сейчас выбираю пласть, которая будет наиболее устойчиво на поверхности. Вот эта вот сторона. Так, а здесь? Сюда я подложу небольшой клинышек. Этого будет достаточно. Клеевой пистолет тем временем уже разогрелся. Буду наносить 4 точки клея. Я думаю, будет этого достаточно. Нужно дать немножечко клею подсохнуть, чтобы не перепутать пласть, поставлю вот сюда. Так. И здесь также 4 точки. Здесь стараюсь приклеить клинышки к поверхности. Клеевой пистолет чуть остыл уже, еще нужно дать немножечко разогреться. Ну что, вот эту доску можно уже приложить. Все, с этой стороны она упирается, никуда не денется. С этой стороны нужно будет немного подождать. Подключаю к циклону. А циклон и питание к пылесосу. Тем самым он будет запускаться вместе с пылесосом и сразу же заработает стружка отведения. Клей поставил 10 минут. Я думаю, уже все просохло, так что можно пропускать доски и создавать базу. Обязательно пользуемся средствами защиты слуха. Ну что, базовая пласть готова. Осталось ее снять с направляющей и откалибровать с той стороны. Тут самый неприятный момент — это отковырять вот этот вот застывший клей. Он тоже не так сильно держится. Усилий потребуется не так много. Вот у меня 5 досок, которые с одной стороны база задана. Теперь нужно на рейсмусе прогнать, выровнять вторую сторону. А потом уже возьмемся за кромки. Сейчас мне нужно сделать базу на одной из кромок каждой доски. 2 доски у меня были здесь фугованные, а вот эти они не обработанные. Займусь этими 3. Это мне поможет уровень с прикрученной упорной планкой. Я приложу уровень таким образом и пропущу. Направляющей будет вот эта идеальная ровная сторона уровня. То же самое делаем с термоясенем. Теперь нужно распустить эти доски на ламельки шириной 4 сантиметра. Не забываем про защиту органов дыхания.
Дуб считается вообще канцерогеном, так что с ним нужно быть более внимательным. Вот я напилил деляночки шириной 4 сантиметра, из них буду склеивать щит. Еще мне понадобится жертвенная планка, которая не позволит при рейсмусовании образоваться ступеньки. Приступаю к склеиванию щита. Для этого мне понадобится два таких приспособления, чтобы ровно укладывать деляночки, чтобы они были на одной поверхности. План их укоротить немного, потому что эти полипропиленовые трубы, они немного прогибаются под своим весом. Немного вот так укорочу, придаст это прочность. Трубные струбцины. Ну, такую ширину щита 4 будет достаточно. И клей Titebond 3 влагостойкий. Начинаю формировать рисунок. Клей. Так. Термоясень у меня всего лишь 2, так что я его оставлю ближе к краям 2. 2 жертвенные планки, чтобы во время выравнивания на рейсмусе ступенька оставалась на краях этих жертвенных планок, а не на щите. А еще я приготовлю 4 плашки, чтобы щит не уводило. Я прижму вот так вот дополнительно струбциной перед тем, как сжимать уже трубными струбцинами. Приступаем к сборке. Все лучше разложить на удобные места, чтобы было под рукой. Клей сохнет очень быстро, так что здесь не так много времени для подгонки щита. Клей немного больше нанес, чем нужно, но лишний клей хорошо выдавливается. Все, щит у нас отправляется на сушку. Будет стоять у меня примерно 6-7 часов. Скоро продолжим. Прошло 5 часов. Сейчас один фартук. На ощупь даже вот эти вот потеки клея очень сильно затвердели, не прогибаются. По-моему, отлично. Теперь выравниваю поверхность с обоих сторон на рейс. Некоторые убирают этот клей. Я думаю, что это делать не обязательно. Вот такая красота получается. Вот одна жертвенная планка отлетела, но ничего страшного. Теперь отпиливаем эту жертвенную планку. Она нам больше не нужна. Далее этот щит нужно распустить на ламельки. Это удобно сделать в каретке. Ширина доски разделочной я решил делать 4 сантиметра. Нужно будет распустить на ламельки толщиной 4 сантиметра. Отмеряю немножечко больше, потому что еще будет сниматься рейсмусом. 4,2. И ставлю упор, чтобы все ламельки были одинаковой ширины. Начинаем подготовку к склейке финального щита. Примерно так будет выглядеть доска с таким рисунком. Ну а чтобы сделать более интересно, я каждую вторую плашку перевернул на 180 градусов. Конечно, не... Так. Приклею их в начале и в конце. Я думаю, это убережет щит от ступеньки. Поворачиваем каждый на 90 градусов, чтобы промазать клеем. Вот так.
И начинаем стягивать. Все, как видно, клей очень хорошо проступился в каждом месте склейки. И что это показатель того, что клея достаточно, и склейка должна пройти хорошо. Щит у меня простоял больше 12 часов. Когда он полностью высох, нужно снять струбцины, в рейсмусе выровнять. Отлично выровнялось. Сейчас я на циркулярной пиле режу все лишнее, и доска обретет свой размер. Теперь я буду делать ручки, чтобы можно было удобно брать доску в руки и переносить. Буду делать это специальной фрезой. Когда-то заказал ее в Китае. Заказывал ее, правда, для других целей, чтобы делать тарелочки. Шаблон даже делал для этих целей. Вот. И потом понял, что с помощью этого шаблона можно делать очень удобно ручки. Сейчас я вам это и покажу. Прикладываю шаблон и зажимаю струбцинами. Сделать это ровно несложно. Вся доска состоит из направляющих полосок из-под распил. Фрезер у меня мощный, чтобы не было прижигов. Я обороты примерно ставлю на 4000 оборотов в минуту. Вот такой потрясающий результат. То же самое делаем со второй стороны. Теперь, чтобы скруглить немного углы, я пройдусь кромочной фрезой. Теперь осталось ее шлифануть, чтобы она стала совершенно гладенькой. Для этого буду использовать свою орбитальную шлифмашинку и буду использовать абразивы 60, 80, 120 и 180. Начну, разумеется, с 60-ки. Обязательно подключаю пылесос. Чтобы доску лишний раз не царапать, подложу под нее ветошь. И обязательно респиратор. Теперь перед покрытием я просверлю отверстие под саморезы под ножки. Делается это для того, чтобы от металла самореза не шло коррозии и дерево не разрушалось. То есть в отверстие попадет масло и тем самым смажет немного соприкосновение металла с деревом. Теперь настает самый красивый момент. Это покрытие доски маслом. И приготовлю немного губки для нанесения. Много не потребуется, поэтому отрезать совсем немного. Покрывать буду предварительно разогретым маслом Мартьянов. Это для столешниц. Давно пользуюсь этим производителем, пока очень доволен. Самая фишка этих масел для меня – возможность их колировки. Масло лучше разогреть немного перед нанесением. Разогревать лучше на водяной бане. И круговыми движениями, сильно не втирая, поворачиваем. И то же самое с этой стороны. Это масло для столешниц, его нужно сначала нанести, потом дать впитаться. Осталось вытереть излишки масла ветошью или, как в моем случае, обычным бумажным полотенцем. И прикручиваем ножки. Получилась такая шикарная доска. На ее изготовление ушло примерно 2 дня. Если вы хотите себе такую доску, напишите в комментариях, и я смогу для вас такую же сделать. Или же по вашим эскизам. Вот. Ну а вам спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на канал, если было интересно. Ставьте лайк и пишите пожелания в комментариях. Всем пока!